Следующее утро началось с сильного ливня и внезапной осады балкона. На самом деле это была плановая проверка пожарной сигнализации. Проверяющие пришли в разгар итоговой презентации в университете Зума. Потихоньку наступает жара, и японские супермаркеты уже продают замороженные напитки, ионизированную воду и соки, чтобы они медленно таяли на жаре и оставались такими ледяными напитками. На предмете по Perception-Aware Computing нас пригласили быть подопытными кроликами для наблюдения за нашими реакциями концентрации во время лекции. Один из редких дней, когда я вижу своих одногруппников вживую. Я застряла в какой-то лифтовой комнате, причем ничего не предвещало беды. Я готова заниматься. Okay, just focus. No, but tell me I was just... Yeah. Because they have like nuts in there.
потому что я сначала иду на работу, в центр еду на Рапонги, а потом иду на концерт. Только закончила занятия в школе, сейчас бегу на метро. Что мой ученик по русскому языку, которому 11 лет, и мы с ним занимаемся онлайн. В международной школе учился, то есть у него свободно английский и японский. Еще он учит и свободно действительно владеет французским. Еще учит вроде как немецкий, сейчас вот русский уже полгода как. То есть такой молодец мальчишка. Но самое главное его увлечение — это игра на виолончели. На одном из недавних уроков у нас была тема «Мой день». Я спросила, чем ты занимаешься сегодня, завтра, что планируешь в выходные. Говорит, да, вот еду на концерт, то есть выступать там. Говорит, вот хочешь, типа, приходи послушай. Я такой, конечно, хочу, потому что мне самое интересное, я в детстве занималась виолончелью. Я уже купила билеты на детский концерт, останется их распечатать, что просто так его распечатать дома нельзя. И в электронном виде билет тоже не принимают. Поэтому сейчас я бегу в комбине. Они печатают билеты на своей особой бумаге бесплатно по вашему коду. Мой ученик живет в другом городе недалеко от Осаки, и мы занимаемся с ним онлайн. Ой, извини. Ты не знаете, где метро? Да, конечно. Конечно. Поэтому я решила приготовить ему маленький подарочек. Питерские трюфельные конфетки. When you've broken the rule, Найти сам концертный зал оказалось совсем непросто. Google карты показывают, что вот он, концертный зал, прямо у станции на 5-м этаже, но на деле это неподступный огромный торговый центр без единого намека на классическую музыку. Поднимаюсь по бесконечным эскалаторам и напротив магазина электроники на 4-м этаже со слепящим неоновым светом вижу невзрачную маленькую табличку концертного зала. И еще более невзрачные мини-эскалаторы, ведущие на 5-й этаж, собственно, к залу. Во время концерта снимать было нельзя. Я решила немного прогуляться здесь после концерта и набрела на странное здание, которое привлекло мое внимание тем, что, во-первых, это университетское здание Токийского технического университета, а во-вторых, оно все поросло травой. Издалека здание выглядит как типичная государственная школа. То есть явно оно заброшенное. И на входе написано, что это ветхое здание и рекомендуют держаться от него подальше. С одной стороны, оно похоже на заброшенное. Там кое-где окна выбиты. Но с другой, внутри как будто бросили все как было и оставили, ушли. А, да, и, кстати, здесь за углом находится общежитие, все еще действующее.
кто-нибудь знает, откуда эти персонажи?